Приветствую! Анализ, обзор, прогноз криптовалют. Сегодня на рынке есть явные лидеры, но основная часть находится по-прежнему в красной зоне. Биткоин сохраняет свои прежние позиции и подрос всего на 2% за последние сутки. Что касается шортов и лонгов, то здесь явно выбивается показатель роста шортов плюс 45,6% за последние 24 часа. Давно мы уже не видели такого роста. Лонги также у нас находятся практически на одном уровне уже продолжительное время, а вот шорты понемногу начали нарастать. По эфириуму рост шортов продолжается уже достаточно долгое время, еще примерно с 28 июня, а за последние 24 часа изменений практически не было. Что же касается Ripple, то здесь противоположная ситуация. Не такое сильное изменение, но все-таки минус 12% шортов. И если посмотреть на историю, то видно недавнее их увеличение и теперь закрытие. То есть какой-то небольшой игрок открывал шорты и сейчас их вполне возможно прикрыл, потому что не уверен в дальнейшем его снижении. На экране два списка валют, наиболее выросших и упавших в цене за последние 24 часа. Хотел бы обратить внимание на такую монету, как Floki. Это та самая монета, которая появилась после твиттера Илона Маска, когда он написал, что его собаку Shiba Inu будут звать Floki. И кто-то за 9 минут создал монету с этим именем. Если посмотреть на историю, то эта монета сейчас находится даже ниже, чем когда она была только залистена. Кто-то заработал денег и теперь просто укатали ее в пол. До следующего твита Илона Маска. Индекс страха и жадности сегодня у нас на цифре 20. Страх у нас увеличился. Перешел из страха снова в экстремальный страх. Закончилось наше трехдневное спокойное движение по уменьшению страха. Индикатор снова вниз. Индекс альт-сезона за последние 24 часа двинулся наверх и сегодня он составляет 63. Что же касается ликвидации, то за 24 часа было ликвидировано 66,5 тысяч трейдеров на общую сумму 384 миллионов долларов, и около 67% всех этих денег отобрали у лонгистов. Наиболее популярные монеты по социальной активности на сегодняшний день выглядят данным образом. В топе находится монета Shiba Inu, но также стоит отметить и наличие эфириума на 11 месте, что достаточно неплохой результат для топового альткоина. Резервы биткоина на всех биржах продолжают находиться во флете. Это в принципе совпадает и с характером движения цены. Цена примерно на одном уровне и резерв сохраняет свои позиции также на одном уровне. Чего нельзя сказать об эфириуме. Резерв всех бирж данной монеты снова обновил свои лои. Это произошло на относительно устойчивом повышении цены монеты. То есть цена растет, резервы у нас падают. Все как и на истории. Получается, что падение резервов всех бирж – это хороший знак на дальнейшее увеличение цены эфириума. Приток биткоина на все биржи у нас остается достаточно низким. Единственное, что это больше, чем за предыдущие 2 дня, но все равно это один из самых наименьших показателей за последнюю историю притока битка на бирже. И на этом фоне объем торгов биткоина также немного подрос. 4 дня подряд объем у нас снижался и сейчас резко выстрелил. Визуально похоже, что даже примерно на плюс 40% к предыдущим объемам торгов биткоином на всех биржах. Из интересных событий на монетах у нас запуск кошелька на монете SafeMoon. Точной даты не анонсировано. Единственное, что обозначен месяц июль. То есть в этом месяце будет запущен их кошелек. Из ближайших новостей это активация основной сети монеты Helium, которая произойдет завтра. И также листинг на бирже Bitfinex монеты Nexa. Тоже запланировано на 7 июля. Новостей не так много, и одна из них это то, что в Бразилии арестовали местного короля биткоинов по обвинениям в мошенничестве на 300 миллионов долларов. Арестовали лидера организации Bitcoin Banca Group Клаудио Оливейра. За ним следили 3 года. Расследовали его дело. Он начал свою деятельность еще с 2017 года, с предыдущего бычьего цикла крипторынка. Он обещал своим клиентам просто невероятную прибыль. Но в конце 2019 года фирма сообщила об исчезновении 7 тысяч биткоинов и подала заявку на судебное взыскание. Так они хотели согласовать с властями реорганизацию деятельности для того, чтобы избежать банкротства. Затем, когда шумиха улеглась, они снова возобновили свою деятельность, навешав лапшу на уши своим клиентам, заявив, что якобы все деньги на месте, но при этом не предоставив никаких доказательств и кошельков. Как известно из расследования бразильской полиции, сотрудники этой организации занимались просто постоянными переводами клиентских денег на личные счета Оливейры. Крупнейший банк Великобритании Barclays запретил депозиты на биржу Binance для своих британских клиентов.
В итоге этот запрет означает, что невозможно будет как завести деньги на Binance, так и вывести их на счета данного банка. По-видимому, это связано с тем, что правительство Британии не так давно наезжало на Binance и запрещало им деятельность на своей территории. После этого биржа отключила популярную систему платежей Faster Payments, а вот банк со своей стороны решил вообще отключить все переводы. Наша ответственность состоит в том, чтобы защитить ваши деньги. Именно с этой целью мы приняли решение остановить платежи с кредитных и дебетовых карт на Binance до последующего уведомления. И давайте посмотрим, что происходит на графиках криптовалют. Начинаем, как всегда, с биткоина. И здесь без особых изменений. По-прежнему мы находимся в восходящем канале, без обновления лоев. Тренд сохраняется восходящий, но так и не можем мы перебить скользящую среднюю. Поэтому по биткоину здесь прогноз также без изменений. Стоит понаблюдать, как будет реагировать цена. Пойдем ли мы вниз, либо пробьем скользяшку и направимся в рамках основного сценария движения в структуре волне B. Прогноз без изменений. Эфириум аналогичная ситуация. Также мы предприняли сейчас вторую попытку пробития скользяшки. Пока также это не сильно оптимистично выглядит. Свеча вверх закрылась хорошо над скользяшкой, но следующая сразу же потекла вниз. Похоже, здесь также будет ложное пробитие, и мы продолжим торговаться в рамках восходящего канала. Ну и по Ripple также здесь не обновлены у нас лои, тренд по-прежнему восходящий. Здесь также стоит понаблюдать, как будет развиваться цена. Все это происходит на снижение доминации биткоина, и здесь никаких попыток даже отскочить, просто проливаемся вниз. При этом у нас имеется уже здесь дивергенция на то, чтобы получить хотя бы коррекцию наверх. И рассмотрим одну монету из доната, это Ethereum Classic. Что у нас здесь после прошлого прогноза? В принципе, все развивается достаточно неплохо. Структура выглядит даже получше, чем у ранее рассмотренных монет. Здесь даже просматривается вот такая структура, как пятиволновой импульс с подтверждением объема в третьей волне и пробитой скользяшкой. Также есть попытка закрепления над ней в виде теста сверху. Если посмотреть на часовиках, то можно лучше увидеть, что здесь мы посетили расчетную зону для четвертой волны. И сейчас, естественно, пока направляемся наверх. Первая цель — предыдущий хай. И давайте отметим расчетную зону. Если четвертая волна завершилась, и ниже мы не пойдем. Расчетная зона у нас находится вот здесь. То есть вполне вероятно, что мы как раз и дойдем до ранее отмеченной зоны вот здесь на уровне сопротивления, и это будет у нас завершением импульса. Вполне вероятен такой сценарий. Пока Ethereum Classic достаточно неплохо выглядит. К тому же у него и новости неплохие. Скоро у данной монеты будет обновление магнета. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!